Ребята, это Батуми. И сегодня 1 ноября 2021 года. Купальный сезон в Батуми открыт. Привет, я Влад, моя жена Лия по ту сторону камеры. Мы в Батуми! Кто-то меня знает по каналу Странствующий Тотем. С кем-то мы познакомимся уже здесь. Ну, не будем долго расшаркиваться, перейдем к делу. Поездка в Грузию. Что надо знать и что надо сделать для этого? Итак, чтобы отправиться сюда, надо определиться. Первое, как и какими путями вы будете добираться. Второе, совместить сдачу ПЦР-теста, дату и время отлета. Третье, это снять жилье в Грузии. Но это, конечно же, не все. В этом выпуске вы узнаете, как мы решили эти задачи и какой выбрали путь, где делали ПЦР-тест, нужен ли перевод на английский язык и прокатит ли тест из местной поликлиники. Где и как сняли мы жилье, а также расскажу о том, что делать по прибытии, где и как поменять деньги на местные лари, как добраться из аэропорта, где и какую сим-карту приобрести, какая лучше. И, конечно же, мы расскажем о том, во сколько нам обошлась эта поездка. Не люблю выпрашивание подписок, но алгоритм YouTube так работает, что чем больше подписок, лайков, комментариев, тем больше просмотров. А выпуск сегодня будет информативный и полезный. Итак, обо всем по порядку. Первое. Определиться, как и каким способом вы будете добираться. Вам придется рассмотреть варианты, как удобнее и дешевле лететь. Если вы летите из России, то напомню, что прямого сообщения между Россией и Грузией нет. Сейчас это можно сделать через Армению, Турцию или Беларусь. Мы выбрали Беларусь. Поездом добрались из Москвы в Минск, а из Минска на самолете прямо в Батуми. Уважаемые пассажиры, приветствую вас в Батуми. Температура воздуха 9 градусов выше 0. Пройдемся по второму пункту про ПЦР-тесты. Тут для нас было много непонятностей. Информация отовсюду исходила очень противоречивая. Вопросов было много, а непонятностей еще больше. Зная, что можно сделать ПЦР-тест в местной поликлинике бесплатно, мы за 2 недели до выезда записались на его сдачу. А когда настало время его сдавать, мы пришли в поликлинику, и благо нам попалась хорошая девочка в справочном, которая сразу сказала: ребята, не тратьте время зря. Я тоже так попала, поверила, повелась и сдала тест. И с этой справкой из нашей поликлиники просидела в аэропорту вся на нервах, потратила кучу денег, кучу времени и чуть не опоздала на свой рейс. Также возник вопрос перевода, на что она сказала: езжайте в институт Склифосовского, в лабораторию. Там все заточено именно на сдачу ПЦР-теста для выезда за границу. Это будет и дешевле, и по времени быстрее. Мы так и сделали, и не пожалели. Поехали в клинику Склифосовского, там принимают в порядке живой очереди. Работают 4 кабинета на регистрацию и забор мазка. Мы довольно быстро это все прошли. Приятный улыбчивый персонал, все доходчиво объясняет. Процедура стоит 1500 рублей. Заплатили за двоих 3000, часа через 3-4 на почту пришел результат. На следующий день утром я заехал, забрал распечатку, и все. Больше было непоняток и переживаний, поэтому, ребята, лучше сразу в Склиф. Вам необходимо спланировать время сдачи ПЦР-теста, и с момента сдачи в пределах 72 часов вы должны пересечь границу Грузии. Повторяю, отсчет идет с момента сдачи теста. Все это вам надо учесть и подгадать, чтобы не вышло недоразумений. Бумажный вариант теста нужен. В Минске у нас прокатил электронный вариант, просто показали QR-код из телефона, а в Батуми попросили бумажный результат. Да, и еще людям вакцинированным также необходим ПЦР-тест. Просто сертификат о вакцинации не прокатывает. ПЦР-тест необходим всем, независимо от наличия сертификата. И по въезду в страну, обращаю ваше внимание, на 3-й день необходимо сделать контрольный ПЦР-тест и делать его обязательно, иначе будут проблемы при выезде в виде штрафа. 2000 лари. Это около $670 США. Третье. Снять жилье. Для этого открываем Booking или Airbnb, регистрируемся и бронируем понравившийся вариант. Ссылки будут в описании под видео. Важный момент. Для прохождения грузинской границы вам необходима анкета. Анкета на грузинском и английском языках. Там все просто. Если вы не знаете английский, Google переводчик, Яндекс переводчик вам в помощь. Сделайте это дома. Мы не успевали, мы это уже сделали в Минске, на вокзале, подключившись к местному Wi-Fi. Прямо из телефона заполнили, там все легко и просто. 2 минуты и свободен. Бумажный вариант в данном случае не требуется.
Анкета уходит прямо к таможенникам Грузии. Но повторюсь, анкета обязательна. Ссылка на нее также будет в описании под этим видео. Где и как поменять деньги на местный лари. В Батуми аэропорт небольшой, но обменник есть. Курс не сильно отличается от курса по городу. В аэропорту курс был 3 лари и 10 Т3. Уже пройдя по городу, мы наблюдаем, что курс варьируется от 3 лар 10 Т3 до 3 лар 15 Т3. Обменять деньги вообще не сложно. Обменники, можно сказать, на каждом шагу. Ближе к гостиницам, отелям курс, конечно, более низкий. Можно даже видеть такой момент, что 3 лари 10 Т3, пройдя метров 15-20, уже будет 3 лари 14 Т3. Ближе к отелям, конечно, курс ниже. Как добраться из аэропорта Батуми в город? Из аэропорта в город ходит автобус 9 и 10 номер, а также работают приложения Яндекс.Такси и такси Максим, на которых примерно поездка стоит 7 лари. Но мы прибыли в Батуми ночью, автобусы уже не ходят, собирались воспользоваться Яндекс.Такси, для этого я открыл на карточке счет в лари. Но каково было мое удивление, когда приложение не дало мне возможности оплатить по карточке, просто не реагировало на кнопку «Оплатить». А налички, само собой, у нас еще не было. По курсу аэропорта доллары менять не хотелось. Водители просили 25 лари, это примерно 8 долларов. У меня, как человека опытного, была минимальная заначка из мелких долларовых купюр. В итоге, поторговавшись, мы сошлись на сумме 4 доллара и поехали в город, благо здесь совершенно близко. Аэропорт находится в черте города практически, ехать 5 минут. Да и сняли мы поблизости на улице Кабаладзе, в прекрасном доме под названием «Волна». Сим-карта. Где и какую лучше приобрести? Посоветую карту от Макти. У них хорошая связь, даже если вы уедете на экскурсию в горы. Makti.com.г. Карточка Макти — это Руставели 10. Есть разные предложения от Макти. Можно взять просто безлимитный интернет за 5 долларов в неделю. Или если вы здесь на подольше и вам нужны местные звонки, просто заходите в офис Макти. Там много всяких на разный вкус и цвет предложений. Вот красная вывеска. Это Макти. Находится на Иракле Абашидзе 5. Здесь мы взяли сим-карту под интернет и звонки. Почему я часто привязываю лари к доллару? Потому что евро, рубли здесь не особо котируются, не особо в почете. Где-то иногда в каких-то случаях долларами можно даже расплатиться. Например, при съеме жилья или, как получилось у нас, при поездке из аэропорта. Во сколько нам обошлась поездка? Поезд, самолет и такси, все это в общей сложности 20 тысяч рублей. Много это или мало, судить вам, то есть каждый выбирает свою акцию, ищет лучшие варианты. У нас получилось так. В любой сложной ситуации не теряйте себя и оставайтесь на плаву.